So in Genesis we have 4 great events and 4 great people. Итак, в книге Бытие мы видим 4 важных события и 4 важных персонажа. So in Genesis you should be able to identify the book. И говоря о книге Бытие, вы должны быть в состоянии, the book. Yeah, Abraham, Isaac, or creation, fall, flood, and tower. Говоря о Бытие, вы должны быть в состоянии назвать эти 4 ключевых события. Это сотворение, грехопадение, потоп и Вавилонская башня. And then Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. И потом назвать также ключевых персонажей 4. Это Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. So you see, if you have that, then you can think about other events. И если у вас это есть, вы можете подумать еще и о других событиях. Exodus. Книга Исход. Again, if you have 8 items. Опять же, 8 важных компонентов данной книги. Slavery, Рабство, Moses, Моисей, plagues, казни египетские, Passover, Пасха, Red Sea, Sinai, Law, Tabernacle. Черное море, не красное, черное, Синай, закон, скиния. Okay, essentially for Leviticus, the laws for sacrifice. Касательно книги Левит, основные ее компоненты это законы для жертвоприношений, Laws for priests, законы для священства, laws for sanctification, законы для освящения and 5 cycles of discipline. и 5 циклов дисциплины. Законы для жертвоприношения, для священников, для освящения и 5 циклов дисциплины. Дисциплины, божественная дисциплина. Numbers, Книга чисел. count the people, Подсчет народа, исчисление народа. wander and die in the desert, Блуждание по пустыне и смерть в пустыне. count the people. Исчисление народа. Review of the law for the 2nd generation. Так, второзаконие это обзор закона для второго поколения. Cursing for disobedience. Проклятие за непослушание. Blessing for obedience. Благословение за послушание. And land covenant. И завет о земле. Isus Navin. Jordan River. Иисус Навин, река Иордан. Conquest of the land. Завоевание земли. Division of the land. Разделение земли. Judges. Судьи. 7 cycles. 7 циклов. Sin. Грех, Slavery. рабство. Deliverance. You said supplication or prayer? Or Deliverance, yes. Освобождение. And of course, every man did what was right in his own eyes. Ну и, конечно, в судьях мы знаем, каждый делал то, что ему хотелось, то, что он считал правильным. All right, Ruth. Руф. Loyal love. Преданная любовь. In the time of the judges. Во времена судей. And then kinsman redeemer. И еще одна тема – это родственник-искупитель. All right, Samuel.
Both books. Or first Samuel. Well, I'm just going to say Samuel, the last of the judges, the first of the prophets. Да, Самуил. Как бы именно про этого персонажа вам надо знать. Это первое царство. Пока мы говорим просто про человека. Да. Последний из судей, последний судья First of the prophets. и первый пророк. All right, he anoints Saul, the first king. И он помазывает Саула, первого царя. Okay. First Samuel, we have Saul. Значит, итак, в первой книге царств, или первой Самуила украинской у нас Саул. Second Samuel, А во второй книге царств, David. да, мы видим Давида. Так, и у нас, мы помним, Саул с 1051, а Давид с 1011 года. All right, First Kings. Далее, третье царство. Solomon. Соломон. And division of the kingdom. И разделение царства. 931. Царство в 931 году. Second Kings, your fourth Kings. Так, далее книга четвертое царство или друга царей в украинском. Kings of the northern and southern kingdoms. Цари северного и южного царств. Northern kingdom destroyed 722. Северное царство уничтожено в 722 году. Даже вот так. And 586. Southern kingdom Южное царство 586. 586. After 70 years in Babylon, И после 70 лет в Вавилоне Ezra and Nehemiah rebuild the temple and the walls. Ездра и Неемия восстанавливают, соответственно, храм и стены. Chronicles is parallel to 2nd, 3rd, 4th Kings. Книга Паралипоменон, она параллельна 2, 3, 4 царств. Covers the same period of time. Она затрагивает тот же самый период времени. All right, we have entrance into the land in 1406. Итак, вхождение в землю обетованную состоялось в 1406 We have году. Saul, Саул в 1051 правил. David, Давид, Solomon, Соломон division of the kingdom и разделение царства. down to the destruction of the northern kingdom, Северное уничтожено в 722, destruction of the southern kingdom, юг в 586. rebuilding of the temple, Храм восстановлен в 516. and then the end of the Old Testament after the building of the walls. Ну, еще построили стены, и все, Ветхий Завет закончился. Now, what you have here, Что у нас здесь? В you have 1050 First Kings, это первое царство. here you have Second Kings, Далее события Давида это второе царство. here you have Third Kings, Далее Соломон третье царство. which is the reign of Solomon, И третье царство включает как правление самого Соломона, plus the division of the kingdom. плюс разделение царства. Okay, and then here, all of this is covered in Fourth И Kings. практически весь этот период мы видим в четвертой книге царств. Everything. Все здесь.
Up to 586 or later. Yeah, up to 586. До 586 года. So what does that mean? Что это значит? It means that in here you're going to also have Esther. Что как раз в этом промежутке у нас происходит книга Исход. That you're going to have Chronicles. Книга Паралипоменон. Well, what happens with Chronicles? Но что с Паралипоменон книгами происходит? Chronicles was written here. Книга Паралипоменон написана вот в этой After временной точке. the people came back from the Babylonian captivity. После того, как народ вернулся из Вавилонского плена. It's going to be a history written from a spiritual perspective rather than a political one. В отличие от книг царств, книги Паралипоменон это история израильского народа с духовной точки зрения, а не с политической. And essentially it's going to not talk about Saul. И по сути там ничего не говорится о Сауле. And mostly it's not going to talk about the northern kingdom. И вообще говоря, даже о Северном царстве практически ничего не говорится. Because it is written for the people who come back from captivity. Потому что эта книга написана людям, которые вернулись из Вавилонского плена. They're from the southern kingdom. И они с Южного царства все. And it's written to encourage these И people. книга Паралипоменон написана с целью ободрить этих людей. And so it is parallel, 1st and 2nd Chronicles, parallel to 2nd, 3rd, and 4th Kings. И книги Паралипоменон, они параллельны книгам 2, 3, 4 царств в Сандальной Библии. So it'll take you all the way from David down to the rebuilding of the temple. И там прослеживается вся история от царя Давида до восстановления храма. And all of the prophets. И также все пророки. Это тоже тот же самый период. Ezekiel, Daniel, Hosea. Иезекииль, Даниил, Осия. They're all going to be found in this period. Всех их мы видим вот в этот период уже после разделения. So understand, all of the prophetic books Поэтому поймите, что все пророческие книги were written during the time of the historical books. были написаны в тот же самый временной период, который покрывают исторические книги. All right, 3 categories of prophets. Итак, 3 категории пророков. The pre-exilic prophets. Во-первых, пророки, которые были до изгнания в Вавилон, до плена. The exilic prophets. Далее пророки в изгнании, которые были. And the post-exilic prophets. И еще одна группа это пророки, которые были уже после изгнания. Okay, what are we talking about? О ком мы говорим? Well, we have 586. Итак, 586 год. To 516, a period of 70 years. И с 508 это дата изгнания, и до 516 года это вот как раз 70-летнее изгнание вавилонское. So we had prophets who wrote before. И у нас есть пророки, большинство из них, которые писали до Some that wrote during the exile. завоевания, некоторые писали во время And some that изгнания, wrote after the exile. и некоторые писали после изгнания. It will help you to understand your Bible, to know where these prophets lived. И для вас будет полезно, для понимания вашего Библии, понять, когда эти пророки жили. So the pre-exilic were before 586. А те, которые до изгнания, это вот до Рождества, до 586 года, до Рождества Христова. The exilic prophets wrote during the Babylonian Те, captivity. которые в изгнании, это вот в течение Вавилонского плена, 586-516. And 3 prophets wrote after 516. И 3 пророка писали после 516 года. That is 3 prophets fall in there. There are actually
several other books written after the captivity. Ну, и это 3 пророческие книги, и есть еще несколько книг исторических, написанных после пленения. Ezra, Nehemiah, of course, Например, Ездра и Неемия, Esther, или Эсфирь, после изгнания уже написано. and the Chronicles were also written after this. Ну и книги Паралипоменон также написаны уже после изгнания. But as far as prophetic books, Но когда речь идет о пророческих книгах, we have 3 written after 516. то вот 3 лишь из них написаны после изгнания. All right, who wrote before the exile Итак, or the кто captivity? писал до пленения или до изгнания? Okay, we have 3 to Israel, which is in the northern kingdom. Есть 3 пророка, которые писали в Израиле для Израиля, то есть для Северного царства. Jonah, Amos, Hosea. Это Иона, Амос и Осия. Actually, Jonah was a prophet who was sent to Assyria. Ну, Иона был вообще уникальный, его Бог послал в Ассирию. But he also had some words for the northern kingdom. Но также Ионы, Иона пророчествовал и для Северного царства тоже. And of course, this means that they prophesied before the destruction of the northern kingdom in 722. И, конечно, это значит, что они пророчествовали до разрушения Северного царства в 722 году. All right, prophets to the southern kingdom. Итак, пророки Южного царства. Сафония через О. Софония, да. All right, now, there were 2 prophets who wrote during the time of the И captivity. также 2 пророка писали во времена изгнания. Daniel Это Даниил and Ezekiel. и Иезекииль. And then prophets who wrote after the captivity. И также были пророки, которые писали после пленения Вавилонского. These are the last 3 of the Old Testament. Последние 3 пророка Ветхого Завета. Zechariah, Haggai, Malachi. Захария, Агей и Малахия. This covenant, Вот the этот covenant завет. with Abraham, is foundational Завет с Авраамом, он основополагающий for covenants with Israel. для всех последующих заветов с Израилем. And we have 3 major features here. И в завете Авраама мы видим 3 ключевых We компонента. have land, seed, blessing. Это 3 компонента: это земля, семя и благословение. God promised to give to Abraham a piece of planet Earth for his possession. Бог пообещал Аврааму, что в его владении он даст целый определенный вот кусок территории на планете Земля. He also promised him a son who would come from his own loins. И также Бог пообещал Аврааму сына, который произойдет из чресла Авраама, то есть от него самого физически. But he also said that in his seed all families of the earth would be blessed. Но также Бог сказал, что в этом семени, в семени Авраама, все народы земли будут благословлены. Which is a reference ultimately to Jesus, the Messiah. И в конечном счете это указывает нам на Иисуса Христа, на Мессию. And then there is the promise of blessing. И также дальше мы видим обетование о благословении. Blessing to Abraham personally. Благословение лично Аврааму, Blessing to his descendants. благословение его потомкам. And ultimately blessing to the whole world И в конечном счете благословение для всего мира. through the Messiah who would come. Через грядущего Мессию. Now, each of these major features is going to be added to in a future covenant.
И к каждому из этих трех компонентов будет в будущем добавлено, добавлены еще детали через последующие заветы. And the land И portion will be amplified in the land covenant. то, что касается земли, об этом будет больше сказано в завете о земле в книге Второзакония. In which it will be promised to Israel that the land will be their possession forever. И там обещано Израилю, что данная земля будет их владением навеки. The seed promises are going to be amplified in the Davidic covenant. Обетования о семени, они будут усилены в завете, заключенном с Давидом. In which God will make promises to David, И там Бог дает обетование уже Давиду, in which he will have a house, which means a dynasty, descendants, в котором Бог обещает Давиду, что создаст ему дом, то есть династию, потомство. there will always be a descendant of David to sit on his throne. То есть Бог пообещал Давиду, что всегда будет его потомок, восседающий на престоле. He would have an eternal kingdom Также Давиду обещано вечное царство and an eternal throne. и вечный престол. And then the blessing portion is amplified in the new covenant to Israel. И то, что касается благословения, то вот эта часть усилена и подчеркнута в Новом Завете, за который заключен с Израилем. And in the new covenant to Israel, there is the promise of eternal life, forgiveness of sins. И в Новом Завете, заключенном с Израилем, есть обетование о прощении грехов, Actually, 10 features of the new covenant, we only got пребывание Духа, новое сердце, разум. Ну, вообще целых 10 есть различных аспектов Нового Завета, у нас здесь только 3 приведены. So these covenants are eternal, Эти все заветы, они вечные, unconditional, они безусловные, and they are и literal. они буквальные. То есть So имеется в виду именно то, что было написано. as you read your Old Testament, you need to keep these covenants in mind. И когда вы читаете ваши Ветхие Заветы, вам нужно помнить об этих заветах. God made these amazing promises to Israel, Бог дал вот эти потрясающие обещания Израилю. to Abraham, to David. Дал обетование Аврааму, дал Давиду. And because these are unilateral И covenants, поскольку эти заветы односторонние, they do not depend upon man's faithfulness for fulfillment. их исполнение не зависит от человеческой верности. God is going to do this. He has promised. Бог исполнит эти заветы. Он обещал. Now God will say, if you disobey me, there will certainly be judgment. И Бог сказал, если вы будете непослушны мне, однозначно будет суд на это дело. But the covenants will be fulfilled. Но заветы в конечном счете будут исполнены. In spite of man's sinfulness and disobedience, Вопреки человеческому непослушанию и греховности. as Israel failed God, Подвел ли Израиль Бога? no question. До 100%, конечно. They подвел. have rejected him, Они отвергли его. but God's going to keep his promises. Бог все равно исполнит свои обещания. And we need to keep this in mind when we read our Old Testament. И нам нужно помнить это постоянно, когда мы читаем наш Ветхий Завет. And we're going to see how the people over and over again for thousands of years have disobeyed God. И мы увидим, как люди снова и снова на протяжении тысяч лет непослушны Богу. God said, I'm going to keep these promises. А Бог говорит, а я все равно эти обещания свои исполню. We have in the Old Testament what is called loyal love, В Ветхом Завете мы видим то, что называется преданная любовь, covenant love. заветная любовь.
God says, I'm going to love you because I made a covenant with you. Бог сказал, я буду любить вас, потому что я заключил завет с вами. You can say, you've been unfaithful to me. I still will love you. И Бог говорит, что да, вы были неверны мне, но я все равно буду вас любить и люблю. Then you have David. И есть также Давид. God made great promises to David. Бог дал великие обетования Давиду. I am going to establish your house. Бог сказал Давиду, я установлю дом твой, Now your son, твою династию. he is going to disobey. И твой сын будет непослушен. Did Solomon disobey? Был ли Соломон непослушен? Oh yes, he failed horribly in many respects. О да, он облажался жутко во многих смыслах. Good beginning, terrible end. Начало отличное, окончание очень-очень мерзкое. But God said, David, I will discipline him, Но Бог говорит Давиду, Давид, я накажу, я but I won't дисциплинирую take the его, kingdom away from him. но я не отберу у него царство. He said, I took the kingdom away from Saul, but I will not take it away from Solomon. То есть Бог сказал, я отнял царство у Саула, но я не отниму его у Соломона. God promised. Бог пообещал. And God further said that you will always have a descendant who can sit on your throne. И Бог дальше сказал, что далее всегда будет потомок, который на твоем престоле будет восседать, твой потомок. When was the last time a king sat on the throne in Israel? Когда последний раз царь восседал на престоле Израиля? Царь на престоле Израиля. Там был 586 год. 586. 586, very good. Отлично, 586 год, да. Yeah, there's not been a king sitting on David's throne since 586. Больше не было царя на престоле Давидовом с 586 года. Zedekiah. Сидекия. We have genealogies. И мы видим вот все эти разные родословия в Библии. And they prove God's faithfulness. И эти родословия, трудно читаемые для нас, они демонстрируют Божью верность. There has always been a descendant of David to sit on his throne. На престоле Давидовом всегда восседал кто-то из потомков Давида. Even though there hasn't been one for more than 2,500 years. Несмотря даже на то, что как бы, никто больше на престоле этом не восседает уже на протяжении 2500 лет. Jesus came, he presented himself as the king. Иисус пришел, и он Израилю представился, так сказать, как очень приятный царь. То есть в качестве царя. And Jesus is eternal. И Иисус вечный. And he will one day sit on David's throne. И Иисус в один прекрасный день воссядет на престоле Давида. But what we see from the time of David, God is going to keep those promises. Но что мы видим, начиная со времен Давида, что Бог будет выполнять эти обещания. Okay, the kingdom divides. That doesn't change the plan of God. Царство разделилось, но план Божий не поменялся. Kings go apostate. Doesn't change the plan of God. Цари ушли в отступничество, план Божий все равно не поменялся. For a while there is this woman who takes over the throne. В течение какого-то времени эта Изавель, эта барышня заняла престол. Doesn't change the plan of God. План Божий не поменялся. So, see, we need to know God made these promises. He will keep these promises. Но мы знаем, и мы можем сказать, что да, Бог дал эти обещания, и Он их выполнит. And we need to look at all of history through these covenants. И нам нужно на всю историю смотреть во свете этих заветов. If you don't understand these covenants, much of the Old Testament is going to be confusing. Если вы этих заветов не понимаете, то большая часть Ветхого Завета для вас будет очень туманной. And even our own contemporary history will not make sense.
И даже современная нам история вам покажется непонятной. But when we understand these covenants, you go, now I see it. Но когда вы поймете эти заветы, вы скажете, так теперь я понимаю, к чему это все.